7 часов на пароме из Армока, и мы наконец будем в Сибу. А дальше всего один день, чтобы объехать 7 главных локаций, от святыни храмов до цветочных садов и смотровых площадок. И если все пойдет по плану, будет насыщенно, а если не по плану, но зато будет что вспомнить. Смотрите до конца, расскажу, что действительно стоит внимания, а на что лучше не тратить свое драгоценное время. Погнали! Начинается наше приключение, идем в порт. Тут уже корабли стоят, сейчас будем садиться. И плывем, собственно. Hello, tonight we're going to Cebu. Начинаем нашу погрузку на корабль. Поднимаемся на второй или третий этаж, не знаю, как тут считать, снизу отсек для машин. А сверху сидушечная такая, это самая, палуба. Сейчас покажу. Такой вот, собственно говоря, вид на порт города Армок. С высоты 4-й палубы данного парома. Собственно говоря, так вот выглядят места на пароме. Такие вот сидушки, девчушки, мама, Лори, ее сестра Зенни и огромный корабль. Как в казарме. Соответственно, здесь особо показывать нечего, потому что паром плывет ночью. Вот сейчас 10 вечера, и приплывает он в 5 утра, по-моему, в Сибу. Тогда уже увидимся в Сибу. Прибыли в Сибу. Порт. Немножко сейчас заблудились с приездом, думали, что мы должны были приехать на пир 1, то есть на первый пирс, а оказалось, что мы приехали на аж 5-й пирс. А нас здесь сейчас встречает машина, которая нас повезет на всякие экскурсии. И, короче, вот получилось какое-то недопонимание. В общем, нету пока машины, время 5 утра. Ну, ждем, вроде как объяснили ему. Ждем это такси или что-то такое. А вот, собственно, и оказалось, что нашлась машинка. Нашел он нас. Так что сейчас садимся и поедем потихоньку, буду рассказывать. Сибу — это скорее не про пляжи, там кокосы и все такое. Это историческая точка, и именно сюда впервые высадились испанцы. Отсюда началось и христианство на Филиппинах. А еще Сибу — это родина знаменитого фестиваля Синулог, где танцы, толпы, музыка и все это во имя веры. Скучно тут точно не бывает. Ну и, конечно, лечон. Говорят, самый вкусный во всей стране именно здесь. Мы, конечно, это обязательно проверим, но чисто в исследовательских целях, естественно. А пока едем дальше, и впереди первая точка нашего маршрута. Приехали сейчас в такое место интересное. Симала Church. Церковь, короче, народу куча. Плюс еще же, Пасха на носу. Вот, так что огромная церковь. Сейчас будем смотреть и буду показывать. Куча, естественно, торговцев, сувениров, цветочки. Народу, как и везде в таких местах, конечно же, полно. Это, оказывается, еще и тут огромная очередь. Hello. Вот там вот, где вот этот торчит пик, вот нам надо туда, а вот это вот все, это вот как бы очередь. Не знаю, сколько времени это займет, но что-то как-то выглядит долго. Ну и вот, естественно, всякие сувенирчики, какие-то побрякушки. Бизнес здесь процветает, как и везде в таких туристических местах, да? Все хотят заработать на туристах, навариться немножко. Это нормально, наверное. Началось потихонечку движение этой огромной очереди.
Надеюсь, оно того будет стоить. Потому что мы уже стоим, ждем где-то около часу. You know when they're like, I'm gonna feel the crowd. Так, ребят, ну масштабы впечатляют на самом деле. Вот эта вот огромная церковь, видите, да, на горе. И здесь такие арки, как мосты. И здесь вот такие вот терраски и пруд внизу. Очень живописно, красиво. Посмотрим, что там дальше. Мала — это как Ватикан на минималках, только с таким филиппинским колоритом, где башни, арки, мраморные лестницы, и плюс к тому жара 35 и влажность под 90%. Кстати, легенда гласит, что здесь заплакала статуя Девы Марии, и теперь паломники едут со всех уголков страны. Говорят, что у кого-то после молитвы проходили болезни, у кого-то случались другие чудеса. Тут реально ощущается как святость этого места, так и отличное место для туризма, чтобы сделать красивые фоточки. Строение действительно впечатляет, территория впечатляет. Толпы народа тоже впечатляют. Кругом не протолкнуться. Плюс вот сколько стояли, ждали. Ну, красиво, конечно, все такое. Высоко, далеко. Но единственное, что это все получается бегом-бегом. Вот я вот за своими, допустим, что-то и не успеваю. Почему-то вот как толпа сюда заходит и начинает куда-то нестись. Я вот останавливаюсь, делаю там какие-то подсъемы, фотографирую, а они куда-то вот несутся, куда-то бегут вот вместе с толпой, не знаю зачем. Ну, в общем, ладно, пока так. Здесь кто хочет, может помолиться, естественно, загадать желание, там все такое. Идем в храм, ну как идем, мы опять стоим очередную очередь. Короче, Филиппины — это одна сплошная очередь. Куда бы вы ни пошли, вы всегда будете стоять в огромных очередях, будь это супермаркет, церковь там и все что угодно остальное. Но не суть, тут еще интересно, что нужно разуваться. Соответственно, все люди так вставляют по стеночкам свою обувь. И мы сейчас тоже будем разуваться и куда-то идти. Еще интересно, что здесь огромные такие стеллажи с людьми, которые о чем-либо просили. Ну, понятно, да, о чем здесь просят, если здесь костыли и все такое. Но предыдущие стенды были менее такие, как сказать, тревожные, печальные, не знаю. Там были всякие грамоты, кто-то просил там закончить учебу, кто-то просил там дослужить службу там, грубо говоря. Хорошо. В общем, у каждого свои просьбы, но и огромные стеллажи, конечно, занимают вот такие вот просьбы о здоровье, естественно. Что самое главное для нас всех людей, которые здесь стоят, нас с вами, это, конечно же, желание всех быть здоровыми всегда самим, и всегда желаем здоровья всем своим близким, друзьям, знакомым. Так что, естественно, это самое важное. Итак, это внутреннее главное помещение Симала Church. И да, выглядит как какая-то смесь дворца, собора и католического Ватикана, только в тропиках. История этого храма началась в 1998 году, когда монахи из конгрегации Marian Monks построили здесь небольшую часовню. Говорят, после того, как в сентябре того же года одна из статуй Девы Марии заплакала, сюда начали стекаться паломники с всего архипелага. С тех пор храм постоянно достраивают и расширяют. Причем все это делается руками монахов и на пожертвования. Сейчас это не просто место молитвы, а настоящий символ веры и архитектурный феномен. Внутри высокие своды, росписи, алтарь, атмосфера, от которой реально мурашки по коже. А главное, что все это делается руками самих неравнодушных людей.
Причем без каких-то госконтрактов, крупной строительной техники и строительных компаний. То есть представляете себе масштаб: башни, колонны, резьба, и все это вручную. Ну и как бы здесь есть такая традиция, соответственно, как и в православных церквях, плюс-минус, да, там зажигать свечки, молиться, там, загадывать желания, там, что еще делают, не знаю. Но здесь вот тут такие вот веселенькие, разноцветные пьедесталы, алтари желаний. Вот они тут много людей, соответственно, приобретают свечечки на любой цвет и вкус, зажигают, загадывают желания и оставляют тут вот догорать. Вот, собственно говоря, девчата сейчас этим занимаются. Ну, я, конечно, тоже решил не отставать и зажег свечку. Говорят, желания тут реально сбываются. Кстати, ходят также слухи, что через экран тоже работает. Для этого нужно загадать желание, нажать лайк, подписаться, ну и проверим вместе, как оно работает, это филиппинская магия. Еще что мне бросилось в глаза, я не знаю, видели вы, знаете или нет, вокзал в Волгограде, в городе, да, в России. Но это прям архитектура вот этого центрального здания очень похожа на центральное здание вокзала в Волгограде. Причем, наверное, такие вот сразу возникли ассоциации. Как считаете? Напишите коммент, если тоже так подумали. Ну, в общем, понравилось, да, завершилась у нас эта часть. Сейчас едем дальше. А пока что, естественно, тут со всех сторон идут вон там завалы, цветочки, сувенирчики. Да чего уж там говорить, я вот сам повелся, услышал, как свистит какая-то дудка, как птичка, короче, заливистая. И вот захотел себе свистульку, за 100 песо купил свистульку. Потом, может, позже покажу. Ну и плюс еще всякие там браслетики какие-то набрали, там и того всего. Люди идут, улыбаются, да. Привет, привет. Сейчас нас завезли тут закупиться, скажем так, деликатесами местными. Чичарон. Короче, знаменитый такой деликатес. Это шкура свиная, специальным образом сваренная, зажаренная во фритюре. Такая хрустящая. На самом деле прикольная штука. Так, ну и пришло время подкрепиться. Наш водитель завез нас в Лечон Хаус. Лечон — это, я уже рассказывал, да, как это филиппинская свинюшка, зажаренная целиком. У меня был ролик, Лечон. У меня был ролик про него, ссылочку оставлю, обязательно зайдите, посмотрите. А также не забывайте ставить лайк, подписываться на канал, все как положено. А мы сейчас будем... Что у нас сейчас время? Ланч. Обедать. Здесь еще есть морепродукты. Это краб. Тут есть крабы любимые. Лори очень любит крабов. И увидела уже крабов. Наверное, придется брать крабов. О, прикольная рыба какая-то. Похожа на морского окуня. Может, он и есть. Салатики. О, еще рыбка. Вот это я знаю, там палая. Овощи, не знаю, почему ее любят. Она горькая на вкус прям. Мне не нравится. Крабы, естественно. Вот такое заведение. Сейчас девчата выбирают, там пока здесь отгоняют мух тут же. Все нормально. Так в целом чистенько, уютненько. Сейчас, в общем, посмотрим, что мы тут заказываем. Так, мы, короче, заказали рыбу в кисло-сладком соусе, креветосы, ну, лечон, кока-колу, креветосы, рыбный суп, креветосы. И вот это, what is it like this one? Jackfruit? Salad? Yeah. И
и салат какой-то с джекфруктом. Не знаю, будем есть пробовать. Hey. Bijo, I'm Ray. Да, короче, завершили обед и сейчас едем where we going now? Karkar City. Каркар Сити. Короче, недалеко от Сибу. Следующее. Some church. Going to Santo Niño Church and also Magellan's Cruise in downtown of Cebu City. Ага. Короче, едем вот на эти локации. Сейчас будем смотреть, что как. Следующее наше место назначения — это крест Магелланов. Посмотрим, что как. Все-таки тут тоже всякие приставалы сразу с всех сторон, какие-то свечки сучивают. Прошайки, плюс всякие магнитики, брелочечки, короче, всякая хрень. Собственно говоря, вот в этой вот помещении Магелланов крест. Куча народу, все с ним фоткаются. Надо посмотреть, что с дела. Сейчас зайдем внутрь. И это, между прочим, тот самый крест Магеллана, который установили испанцы в 1521 году, когда крестили первых филиппинцев. Говорят, что внутри вот этого деревянного креста оригинальный, тот самый с экспедиции самого Магеллана. Правда, это или уже музейный миф, никто толком не знает. Но место культовое, тут и истории, и легенды, и отличный повод задуматься, как тут все, собственно, начиналось. А мы пойдем в следующую локацию, которая находится прямо здесь рядышком. Охрана, все серьезно. Базилика Мьюзиум. На самом деле я уже здесь был. Я вспомнил это место. Когда жил в Сибу, я сюда уже заезжал. То ли со школы, то ли сами по себе мы. Короче, да, здесь вот часто всякие свадьбы проводятся. Тоже вот эти свечки ставят, загадывают желания, зажигая свечки. Ну и в целом такая симпатичная архитектура, в отличие от остального города Сибу, скажем так. Базилика дель Санто-Нино. Старейшая церковь на Филиппинах, построена в 1565 году. Именно здесь, говорят, нашли чудом уцелевшую статуэтку младенца Иисуса, подарок Магеллана, и с тех пор ее считают чудотворной. Каждый год сюда приходят тысячи верующих, особенно во время фестиваля Синлог. Здесь желающие тоже могут посидеть, помолиться, послушать службу, если она есть. Девчонки сразу раз присели. Плюс здесь еще вот такая вот большущая площадь. Тоже здесь всякие проводятся праздники, мероприятия. Всякие там эти пицциньоры и так далее. Сейчас здесь просто люди гуляют, делают селфи. Да, ну и так как, повторюсь, приехали мы, собственно говоря, на Пасху. Посмотрите, все перекрыто. Большинство всяких там торговых центров все закрыто. Поэтому по улице можно погулять.
улицы никто еще не закрывал. Тут какие-то китайские фонарики. Цветочки. Свежайшие, красивые букетики. Ладно. Попрошайки, зазывайки, сувениры. Вот эту чудесную шляпу, кстати, тоже уже приобрели здесь вот в Себу. Так, это, я думал, это только снаружи, а здесь еще внутри такие эти туннели с этими сувенирами. Все завалено этими пит-сеньорами. Который младенец Иисус всяких размеров. Пожалуйста, побольше, поменьше, малюсенькие, огромные, магнитики, короче, все, вот, что с этим связано с католицизмом и с местным представлением об Иисусе. И, кстати, да, помимо размера еще можно выбрать себе и цвет, видимо. Оттенок, скажем так. Белый. Никого не хочу обидеть, но просто выделяется, скажем так, из общего ряда. 20. Так, сейчас 12 дня, жарища. Солнышко жарит, печет. И мы сейчас идем назад к автомобилю, нашему чудесному, замечательному таксисту Рэю, который нас сейчас домчит до какого-то сада. Гарден. Что-то там Гарден. Поедем в сад. А тем не менее, ведь большинство заведений все закрыты, потому что праздники. Остались только вот эти уличные торговцы и попрошайки, в том числе. Я люблю Себу. Не знаю, не уверен. Что-то больше я стал любить провинцию. Не будем надолго задерживаться в душном городе, отправляемся дальше. Следующее место – это Cebu Taoist Temple, храм, который построили в 1972 году китайские мигранты. Он стоит на холме с шикарнейшим видом на Себу. Сюда приходят не только за духовным просветлением, но и чтобы загадать желание, бросив монетку в специальный кувшин. Говорят, если с первого раза не попал, значит не время. Мы это проверим и посмотрим, как у нас с удачей сегодня. Добрались до места, до вершины, скажем так, и вот последние ступеньки. Сейчас сделаем селфи. Нам помогут. Так, ребят, ну здесь прям табличка «Сохранять тишину и не делать съемку». Да? Я сейчас вот так вот быстренько сделаю съемочку. А дальше придется поверить на слово. Нельзя снимать, нельзя фотографировать. Тут еще все-таки можно чуть-чуть снимать. Поэтому... Taoist Temple, да? Сувенир-шоп. А еще здесь можно отведать... Еще здесь можно отведать чайка китайского бесплатно. Я уже отведал. Не буду наглеть, достаточно. Ну, хороший чаек. Крепкий, зеленый. Дракон, все как положено. Короче, вот эти крыши. Красиво. Хорошо. Короче, не дает нам наш водитель расслабиться. Туда, сюда. Тут сделайте фотки, тут сделать фотки. Ну, молодец. Что, отрабатывает свои, как говорится, деньги. В общем, место, да, действительно очень приятное.
в плане именно обстановки здесь. Единственное, жарковато, на солнышке, солнце светит, но в целом все равно здесь очень красиво. Так, здесь опять съемку надо заканчивать. В общем-то, не так все страшно оказалось, можно и поснимать. Единственное, что нельзя снимать, естественно, в самом храме, там все строго. А здесь, пожалуйста, ходи, снимай, любуйся пейзажем, строениями, растениями, статуями, опять же. Тут оказался у нас водитель, тоже блогер, тоже ведет он блог. Я. Вот, такая коллаборация получилась у нас. Так что такие дела. Здесь надо кинуть монетки тоже к статуям. Монетку надо не просто кинуть, а закинуть он в тот кувшин. Многие кидают, и почти никого не получается. Вот мы сейчас тоже попробовали, и что-то как-то не попали. Почти. Maybe next time. Естественно, куда же без прудика с карпами, кои. И вот такого вот китайского рыбака. Как интересно, тут эти рыбы на такой жаре плавают. Ну а после восточной философии время для пафоса и любви. Мы сейчас направляемся в Temple of Leah. Это огромный храм в классическом стиле, построенный не в честь какого-то бога, как можно было бы предположить, а в честь всего лишь одной женщины. Представляете? Сейчас все увидите сами. Оплатили вход, естественно, по 150 песо с нас, молодых и красивых, и 120 песо за маму, тоже молодую и красивую, но она уже как senior citizen проходит, то есть как пожилой человек. Браслетики нам выдали с штрих-кодами, QR-ами. Все официально. Можете вот QR отсканировать, наверное. Не знаю, куда он вас приведет. Но попробуйте, кстати, интересно. Попробуйте отсканировать, реально заморочиться. И напишите в комментах, куда он нас приведет. Возможно, описание этой локации. Вау. Ну, вот это уже впечатляющее такое строение. Пейзажик, я думаю, сейчас там будет вау. Сейчас посмотрим. Да. Вот я свой дрон поленился взять. Сорян, ребят. Опять жалею. Просто мы в спешке собирались быстрее. И что-то, я думаю, вроде негде летать. Оказалось, что всегда есть где полетать. Посмотрите, какая красота, какой пейзаж. Все, Сибу как на ладони, смотрите. Все вот эти новые районы, мост, море, все здесь. И вот наша бригада. Да, ну здесь, конечно, прям впечатляет. Удивлен, если честно. Внутри этот храм будто музей, дворец и театр античной драмы в одном флаконе. Здесь сотни предметов от китайских ваз и классических бюстов до книг, мебели и бронзовых статуй. И все это личной коллекции Лии Аднар, женщины, в честь которой построен весь этот храм.
Ее муж, Теодорика Аднар, посвятил ей этот филиппинский Парфенон после ее смерти в 2010 году. Лия была учительницей, любила искусство, литературу и красивые вещи, и теперь они окружают ее навсегда. Символично также, что храм расположен на холме, как великая любовь всегда превыше всего. Чем бы дитя не тешится, если вы приобрели музыкальную шкатулочку. Опа. Короче, вот здесь вот, собственно, послание от основателя, от строителя этого заведения, этой постройки, да, этого товарища. Короче, он просто захотел, чтобы вот этот темпл стал символом великой любви мужа к его очень любимой жене. Вот так вот он решил такой сделать символ их супружеской любви. Ну, неплохо, неплохо. Конечно, что можно сказать, масштабы просто впечатляющие, реально. Вот мы уже вышли с территории, а вот это вот все, это еще, ну, как бы, как сказать, подножие вот этого дворца, замка. Вот это все тянется, тянется. Представляете, сколько сюда было вложено средств для постройки просто, ну, можно сказать, частного замка. Конечно, есть товарищи, да, которые любят строить себе дворцы, но во всяком случае это как бы продолжает восхищать. Такие масштабы. Не знаю, как он зарабатывал деньги, честным путем или не очень. Про этого человека, к сожалению, пока что ничего не знаю, но соорудил просто впечатляющее монументальное сооружение на века. То есть мы были вон там, вон наш наверху, ну, в основном здании, скажем так, да, а посмотрите, сколько еще уровней идет под ним. То есть это вот все вот под этим зданием. То есть получается, это как, я не знаю, подсобные какие-то уровни или что-то такое. Технические этажи, скажем так, но просто, представляете, на вершине горы построить такую вот махину. Частное сооружение в честь любви мужа к своей жене. Вот так вот, ребята. Такие вот подарки дарят, оказывается. Так, ну еще одна локация. Это будет, ну, типа сад цветов, да? Pictorial Garden. Короче, сад и фоточки, то да сё. Сейчас будем смотреть. Ну и здесь, естественно, сразу свежие кокосики, кукурузка, ну и всякие там другие снеки. Я думаю, после того, как посетим сад, зажаримся и можно будет накатить кокосика свеженького. Так, ну интересно. Птички поют, горы стоят, птички летают, пальмы, лори. Короче, суть, в принципе, в том, что ходить вот по таким вот локациям, делать красивые фоточки и наслаждаться пением птичек, природой. Смотрите, какие пальмы шикарные. И птицы там сидят и вот что-то там поют, щебечут. Солнце высоко еще, время 3 часа дня. И вот такие вот пейзажи. Тут еще надо будет все обойти, все эти локации, получается. Там вот какая-то мельница, глобус огромный и так далее. Еще вниз спускаться. Короче, дело не в проворот. Сейчас будем разруливать.
Ну и плюс, конечно, небольшие очереди у каждой локации. Куда же на Филиппинах без очередей. Прибежал наш неугомонный гид, он же водитель. И тут же выхватывает телефон, тут же сейчас все сделаю, сейчас сфоткаю, садись сюда, садись туда. Короче, не дает нам унывать. Hi, Val. Alright. Okay, take photo then. В общем-то, этот сад — это такой своеобразный рай для любителей фоток и соцсетей. Цветы, яркие клумбы, куча всего для фото. Бетонные руки над обрывом, глобусы, мельницы, какие-то замки. Филиппинцы вообще обожают делать такие места. Чем ярче, необычнее, тем лучше. Иногда даже перебарщивают с красками, но зато это весело. Да и после насыщенного дня самое то, чтобы немножко просто погулять, пофоткаться и... И опять очередь. Опять. И опять. Чтобы залезть вон на ту руку и сделать фоточки. Да, конечно, жарковато скакать в итоге по вот этим горам в такое время дня. Все мокренькие. Но сейчас как раз и, я думаю, попьем сачку, бука-джус немножко. Ага. Нам, оказывается, уже прикупили тут шейки. Опять сувениры, сколько можно. Вот это strawberry. Dragon fruit? Mango and dragon fruit. Oui. Итак, давайте подведем небольшой итог. В целом мы остались довольны этим днем, и если вы окажетесь на Филиппинах, и тем более в Сибу, можете смело пользоваться такими услугами. Есть разные пакеты этих туров, включающие разные локации. Что касается локаций в нашем пакете, не все однозначно. Давайте по порядку. Симала Чорч однозначно рекомендую посетить. Красиво, масштабно, интересно. Лечон Хаус, ну, на любителя. К тому же, оказалось, тот знаменитый Лечон Хаус был закрыт, так как это был пасхальный период и выходной, и мы ели в другом месте. Но по мне так лечон везде плюс-минус одинаковый, и стоит ли включать это в дневной тур? Думаю, стоит, все равно проголодаетесь, пока будете ездить туда-сюда. Крест Магеллана и Базилика Санта-Нина — это вообще по сути одна локация, так как находятся в 2 шагах друг от друга. Но в туре заявлено как 2. Да и не очень интересно на самом деле, если честно. К тому же до этих локаций легко добраться из любой точки Сибу, поэтому в дневной тур я бы на них время не стал тратить. Не зачет. Китайский храм однозначно да. Место шикарное, атмосферное, красивые пейзажи. Temple of Lea, частный дворец, тоже производит впечатление и интересное место. Рекомендую. Ну а последняя локация с садом. Природа красивая, да, но мне больше нравится именно природа, а вот эти все поделки в виде мельниц, сердечек там для фото и прочее мне не нравится. Но тут на любителя. Лично я бы не стал в следующий раз включать подобные локации в свою программу. Так, ну и, собственно, опять порт. Приехали. Прошли регистрацию, прошли все вот эти дела. Вот. Ждем наш паром. Надо еще найти нам выход. И все, последний рывок и дома. Опять дома. Прибыли назад в Армок. Вечерочек. 5:30 вечера. Закат практически. Да и все, собственно. Было супер, было интересно. Не очень дорого оказалось. Ну как, относительно. Вот. Спасибо за внимание. И не забывайте, опять же, подписаться, да, ставить лайк. И до новых встреч. Пока-пока.